Эй, Шанти, Шанти, Шанти. Душераздирательный или душещипательный. Она хорошая, маленькая Шанти. Она очень сладкая. Смотри, какая. Шанти, Шанти. Шанти. Тиманти. Шанти, Шанти. Друзья, всем привет! Привет. Че, с утра пораньше, у кого утро, у кого день, да? Начинаем работать. Ну, вот вчера вот тут вот положил я буквально 2 блока где-то я положил. Я тоже буду. Вот, Лера тоже будет класть кладку, да. До часов 11-12, пока нормальная погода не наладится, будем таскать блоки. Так что нам важно, чтобы вы посмотрели этот ролик до конца, потому что нужны ваши советы, там, комментарии. Очень интересно, что вы скажете, какие-то нюансы, там, моменты, где мы накосипорили, как говорится, и так далее. Вот. Поехали. Сегодня у нас идет 3-й день стройки. В первый день, получается, приходил наш прораб. Ему большой привет, Гена. Привет, если смотришь. Он положил мне углы, показал, как класть кладку, все объяснил. У меня опыта никакого нету, потому что я не знаю, как класть, что делать. Ну, примерно я понимаю, я там клал немножко кирпичей, полметра, чтобы дыру в двери заделать, и все. Это в бане было года 1,5 назад, как мы переехали. Больше у меня никакого опыта в кладке не было. И то я там клал на глаз, без уровня, чисто так. Вот. Пришел, мне объяснил, показал, что делать, как делать. Я положил при нем пару-тройку блоков, он посмотрел, поправил меня в каких-то моментах, и на этом все, так сказать. Вот. Сейчас я уже 2-й день подряд сам кладу, выравниваю, цемент заготавливаю. Это оказалось очень-очень легко. Для тех людей, у кого немного голова работает, думаю, пару блоков, как говорится, первый блин комом, а потом пойдет все отлично. Вот. Сейчас я вам покажу, что я успел сделать за 2 дня. Поднял 4 ряда с этой стороны. До туда там вот еще немножко осталось. Не доделал, просто сейчас раствор закончился. Здесь я еще не выравнивал. Вот нижнюю часть выравнивали с Лерой.
Ну вот так вот на данный момент выглядит. Вроде все ровно, по шнурке. Все отлично идет. Вот этот вот раствор сейчас мы выровняем. Это вот я только что свежую положил. Внизу подровняли все. Самое сложное это было первый уровень, конечно, класть. Здесь перебои в фундаменте. Где-то камешки подкладывать пришлось, где-то еще что-то, чтобы первый уровень в ноль нормальный вывести. И то, наверное, ноль у меня получился на втором уровне. Уже более-менее пошло. Сейчас вон по шнурке можно заметить, уже все отлично идет. Ничего сложного в этом нету. Думаю, любой новичок со всем этим легко справится. Вот. Внизу вон видно, как высоко некоторые блоки стоят. Вон там особенно, там самая высокая часть была. Самая такая мозга-мозга. Кладку я кладу один. Вот. Вчера мне начала помогать Лера. Она раскладывает, получается, цемент. Ну, раствор раскладывает по линии блоков. А я уже иду и просто один за одним по уровню там равняю, смотрю, кладу блоки. Так у нас дело пошло намного быстрее. Плюс она занимается вот как раз вот выравниванием всех вот этих вот торчащих цементов, чтобы ничего там, ну, чтобы все красиво было, там пальчиком выравнивает. Не знаю, говорят, есть палочка, какое-то приспособление. У нас нет, у нас палец, и мы пальцем, короче, выравниваем все эти квадратики, чтобы все это симпатично стояло. Ну и собирает раствор, и кладет она его в ведро. Сейчас я уже с 6 утра, сейчас уже 10 дня, ну 10 утра. С 6 утра я там таскал блоки опять и так далее. Вот сейчас Лера ближе к обеду опять подойдет, начнет выравниванием заниматься и помогать мне тоже класть раствор. Как-то так вот и работаем. Ну, не знаю, надеюсь, мы успеем, потому что где-то через дней 6 начинается там дождичек. Вот. Кто-то вроде обещал спуститься на днях. Может, через пару дней еще помощник какой-нибудь появится. И дело еще намного быстрее пойдет. Но пока с 6 утра до самого вечера фигачу как раб, чтобы все это дело быстрее успевать. Навык сейчас у меня вроде появился. Быстро-быстро это делать, выравнивать, смотреть. Думаю, подниму еще рядок и нормально все будет. А еще вот с этой стороны же я вам не показал. С этой стороны тоже я положил 2 уровня до сюда. Там еще не доделал. Тут тоже довольно очень много проблем предстоит. Блок 19, высотой 19 сантиметров, а здесь у меня вышло 30, в общем 37-38 высота. Здесь вот я сейчас пришлось нижнюю часть блока сломать, здесь тоже, здесь я чуть-чуть подбил блоки, уменьшил расстояние, но все равно до шнурки немножко не достаю. Шнурка чуть ниже, где-то на миллиметра 3 пока что идет. Здесь, наверное, может даже на миллиметра 4 пойдет. Вот, ну там выпирает немного. Так что здесь вот только, наверное, к 3-му уровню я смогу выровнять. Надеюсь, это никак не покосит, ну не будет на красоте смотреть, ну не будет плохо смотреться. Вот, так что предстоит еще здесь повозиться. Ну и плюс выравнивать тут тоже нужно для дверей. Двери будут у нас с обеих сторон. Здесь одна дверь и на той стороне тоже дверь. И широкий коридор посередине для свободного перемещения. Будет, получается, разделено на 2 части все дело. Вот. Поднял вот эту стенку, чтобы птица сюда не заходила. Но все равно ребятишки здесь помогают мне, приходят, шнурку мою теребят. Ну и плюс козы, когда там Лера идет с козами куда-нибудь, преграждает эта стенка козам проход, чтобы ее тут не было. Так, потрачено уже 6 мешков цемента. Вот 6-й идет. В цемент посоветовали мне добавлять ферри. Ферри нет, добавляю сорти, со-3. Вот, где-то рюмочку примерно, ну чуть меньше 50 грамм в рюмке. Добавляю ее, чтобы раствор стал таким, он становится таким, как резинка такая вот, липучка, очень хорошо липнет. На самом деле намного лучше ложить, чем
Если бы просто обычный раствор кладешь, там песок и так далее, он просто отваливается. Это прям прилипает шикарно. Так что это очень хороший совет класть эту штуку в раствор. Всем привет! Да, привет еще раз. В общем, ложим мы блоки. Да, бригада блок-чпок у нас сократилась, да, немножко? Резко. Резко причем, да. Да, и мы теперь вдвоем с Сашей ложим. Все смеются, наверное. Или опять напишут в комментариях: вы дебилы. Как любят это писать. Дебилы. Ну а что теперь делать? Вот так вот. Надо положить быстрее. Не знаю. Вроде красиво получается. Вон сзади какая стена уже выходит. Надо Мало, конечно. Быстрее надо, быстрее. Я Мало. до этого не помогала, сейчас я второй день помогаю Саше. У меня вот такой шпатель. Ведерко. Я, в общем, швы подтираю, да? Да. И ложу вот эту штуку. Как называется? Раствор. Ложу раствор. Подкладку. Я уже этот Вот чем я занимаюсь. экзамены на строителя могу сдавать идти. Экзамен сдавать. После таких слов, слава богу, блок не упал из рук, да? Где моя супер палка? Почему-то мне кажется, ты бы все равно не сдал экзамен. Не сдал бы? Наверное, там надо же все Нюансов очень много. всякие снипы, ГОСТы, все это, всякие там эти. Что это? Блоки класть, мне кажется, любой дурак может научиться. Ну, когда... Ой, тут что-то есть. Мы же еще не дом как бы строим. Кто-то написал: вы дебилы, как вы можете такой дом для себя строить? Лучше, это же вам не курятник. Но это как раз курятник. И козовник. И лошадник. И лошадник, да. Чем больше смотрят, тем больше обзываются. Вообще невозможно. А про кот-то, про кот последний видел-то, да? Так, это надо обсудить. Сейчас я присяду, да, более удобно. Очень много комментариев оскорбительных. Ну ладно. Всегда в таких видео я говорю: это не учебное пособие и прочее, прочее. Просто мы снимали то, что у нас происходило. И многие писали: Лера, что ты несешь бред? Это не роды, это окот. Дорогие друзья, все, кто считает, что коза не рожает, а котится, открываю вам большой-большой секрет. Просто сегодняшний день, 20-й год, просто не вернет вас в прошлое, потому что я могу вам сказать, что все млекопитающие на земле, включая человека, живородящие, они все рожают. И коза рожает, и лошадь рожает, и корова, и белочка, и дельфин, и свинья, и слон, не знаю, кто еще там рожает. Но что такое котица, телица, ягница, щеница, жеребица? Это все зоотехнические названия. Вот. И то, что я говорю роды, это все нормально. Когда нас обучают акушерству, гинекологии животных, то всегда говорят роды, рождение. А уже во вторую, не знаю, часть говорят, что это окот или отел, потому что это зоотехническое название. Так что, друзья, все. Можно вспомнить дельфинов, что дельфины не дельфинятся, белки не бельчатся, и слоны не слонятся, они рожают. И козы тоже рожают, просто это такое название зоотехническое. Не знаю, почему так сильно у всех это вызвало стресс, я не понимаю. Хотя в названии написано было окот тоже. Ну вот, хочется людям в ее, мне кажется. Даже просят пройти нормальные курсы по ветеринарии, чтобы прошла Ну вот так Лера. вот, извините, что 5 я могу лет сказать. образования не подходит, Вот так надо плохо курсы. нас научили вот в университете. Что я могу сказать? Всё. Это все, да? Это все, да. Никого учить не собираюсь. Но принимайте роды как хотите вообще. Ну, про кот и то, что коза не рожает, а котится, ну, это совсем смешно. Ребята, она же рожает, она же млекопитающая.
Он в любом случае рожает. А потом уже за техническое название катиться. Все. На этом. «11 блоков уменьшил на 1 сантиметр, чтобы выйти в нормальный уровень. Как я говорил, фундамент у нас кривоватый был немножко. Вот, чуть-чуть поехавший такой. Но чему только не научишься, в общем. Сейчас все вроде нормально идет по уровню. Ровненько и красиво. Вот именно эта стена. С той стеной вообще проблем никаких не было. Там прям тютелька в тютельку. Даже не рассчитывали насчет половинки блока. Думал, там придется половинки пилить. Нет, все в один блок идет. Повезло, так повезло, называется, да?